Ну, кто говорил, что гелик это пепсикольная хуйня? Покажите этим типам этот ролик. Подрифтуй на нем, покрути здесь, покрути. Как он продолжил. Welcome to G-Wagon durability test number 3. Are G-Wagons as durable as everybody says they are? Ох, как он молодец. We push that Mercedes-Benz down the hill. Let's find out. As always, we're going to be 100% honest with our durability testing. Nothing in this video is faked or sponsored. Mercedes actually removed my warranty from the car after finding out what I was doing to it. I'm not sure if that's legal or fair, but I took the car in for a service and it said that the car was completely void of all warranty. First, let's see how the G-Wagon handles 12 days of gentle off-roading. Today we're hundreds of miles in the middle of the desert where nobody can help us. You get it? We have a film permit. He's off the trail? Oh. Now we're at an obstacle called the Hell's Gate. Now they call it that because Jeep people are extremely Oh, там дырка. including that crowd of people at the top. That's manslaughter. What if there's women? That's woman slaughter. Вау. Whoa. Go to the dictionary, look up overconfidence. There it is. Hey, wait, safety information, observe traffic. Look. Какую ты машину маму? Резина сошла, смотри. Ебать, он поднимается, брат! Охуеть, посмотри, Данила, посмотри, поднимается, ему похуй вообще, даже не скользит. Посмотри. Ай, блядь, походу стрял. Rear axle. Ох, ебать. Пизда. Серьезно? Front rear diff lock system malfunction, neutral active blind spot assist, diff lock system malfunction. The operator's manual, SOS inoperative, lane keeping assist inoperative, check right tail and brake lamps, auxiliary battery malfunction, check left low beam, check right low beam, active Ну, как у Шачира ошибки. inoperative, auxiliary battery malfunction, active brake assist, functions limited, rear right, malfunction, service required. The operator's manual. The doors on G-Wagons are meant to be slammed in order to close them, so that should technically mean that I can close the door as hard as I want, right? So we're going to be doing a door slam test now with Eddie. Он говорит, короче, давайте сделаем тест закрывания дверей. Типа на гелике сделаю двери так, чтобы они закрывались жестко. Ну, типа, тест на хлопание дверей. Ну нахуй. Ох, бля. А вы понимаете? А, бля, реально спиздили. Это я Эдди. Не знали меня просто. Борода полностью росла. Вах, блядь! Oh no! No way! Are you kidding? I broke it. 2 slams? Вах, ебать! О! О, бля. О, Yeah, go for it. о, бля. Вау, блядь! Охуеть! Сил причем, подожди, Яндекс браузер скачали на втором мониторе. The latch looks fully intact. Что, порнуху качал Шачир хоть раз? World's strongest man. What do you think is gonna happen here? Антика примерно так же дверями хлопает. На М-ке. Бедолага спит. А? Урдула, да? Да ну нахуй. Не. Убери ему эту хуйню, убери. Поверхность дай лучше.
Не, зацепа нет. Познакомься с новым для тебя миром, пройдя линейку квестов. Тут тебе не заскучать. Видел этот интерфейс? Вот, и мне он нравится. Любишь тачки? Покупай! И поехали! Навесим на нее тюнинга! У нас его полно! Соревнуйся с тысячами других игроков и десятками твоих любимых блогеров на родине РП. Вы молодец, вы молодец. Давайте же. Вы молодец. Еще немного. Я чувствую сопротивление. Убедитесь, что это не так. Нет, с вами все в порядке. У вас есть еще пара футов. Давайте же. Все в порядке, да. Эй, вы молодец. Итак, в качестве третьего этапа нашего теста на прочность мы собираемся посмотреть, сможем ли мы купить примерно 16 упаковок Фрита Лейс. Просто приличную поездку в Whole Foods. Что за вместимость багажника была бы такой же? Это заводской вариант? Да, это возможно. Это с нашего завода. Подождите. Я оставил там свой телефон. Подождите. Что вы сделали? Я оставил свой большой палец. Хорошо, зайдите и возьмите его. С вами все в порядке. Хорошо, вы можете наполнить ее водой. Эй, здесь уже есть пара сотен фунтов. Мы приближаемся к цели. Она довольно полна, довольно полна. Все в порядке. Она все еще продолжается. Нахуй он столько Она все еще переводит продолжается. цемента. Боже мой, чувак. Привези плитку положим у меня на хате. Я просто собираюсь отправиться домой. Я только что купил кое-какие продукты. Это 10 фунтов бетона. Это меньше, чем я обычно получаю, но... Оу, фу, бля, какашки поправят. Да, давайте сделаем это. Что нам делать? Не стоит ли добавить? Бля, у него еще? машина, мамаёвка, как хуярит богинский О, передок. боже мой. Блядь, даже он сделал, авто Шашир еще не сделал. Очевидно, с тех пор, как G-Wagon погрузился в горячую ванну в Моаве, багажник наполнился водой вместе со всей нашей необходимой электроникой, чтобы заставить автомобиль работать. Итак, теперь мы запускаем машину с помощью этого прыжкового ранца. Я чувствую, что в этом есть небольшой недостаток. Хорошо. О, На самом деле, я только что поднял этот грузовик. Нет. Все, кто видит, как эта машина делает это, очень впечатлены. Они говорят, я и не знал, что машины действительно делают такие вещи. Например, почему вы решили, что стоимость машины равна $300? Ведь дорогие вещи стоят дорого по какой-то причине. Так-то по факту, да, 300 тысяч долларов ты берешь и маму ебешь машины, вот так, да, получается. И у тебя видос, и сколько он собирает? За 4 дня 4 миллиона. Дороговато. А сколько он 7 видосов снял? Типа несколько, да? Вперед, 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 По идее, вперед, прокачать. вперед, 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 он новый вперед, купил на каждый вперед, выпуск? вперед, 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 вперед. Вперед, 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 давай. Поищите электромонтаж. Бля, как он продолжил хуярить вместе со мной. Мастерскую, работающую в страт. Я даже не стал писать по буквам, как Бля, сильно он как ударился кайф об пошел. этом. вы что, все испортили? Я ему все испорчу, если улетлю отсюда. Я начинаю действовать. Чё, sometimes, чё иногда? Камера летает, и чё? Поехали. О боже Бля, мой. пацаны, ну кто говорил, что гелик это пепсикольная хуйня? Покажите этим типам этот ролик. Ну, кажется, блядь, ну это... Разве двигатель еще не завелся? Сегодня утром Что написано? Разве... Что? Что? А, походу ему мозгам пизда. Система думает, что, короче, мотор заглушен же. не завелся? Сегодня утром он начинает набирать О, обороты. кукурузник! Это безумие, Он сработали похавает. подушки безопасности. Подождите. Пожар? Нет, это просто очень сильное трение. Да. Вам придется покинуть мастерскую, чувак. Видите ли, я потерял концентрацию внимания, и это полностью ваша вина. У вас был Ford Focus? Да, хотя на нем был камуфляж. Вероятно, именно поэтому вы его потеряли. Многие люди задаются вопросом, почему я посадил 800 акров кукурузы. И вы помните Кристофера Нолана из «Интерстеллар»? Он спланировал все кукурузное поле, а потом все говорят, о, он посадил его, снял это видео. А потом собрал кукурузу и заработал на ней все деньги. Это и есть моя цель, за исключением того, что я просто собираюсь поджечь все это. Так что просто разозлите людей, чтобы они отвалили нахрен. Теперь мы собираемся продать наш урожай. Какие посевы? Вы уже починили кнопку люка на крыше. Нет? Это наковальня.
Ах, блядь! Бля, ебать! Она не прошла. Опустите еще одну кнопку. А! О, спасибо вам. Мой выключатель больше Мразь не работает с ебаная. люком на крыше. Мы могли бы просто починить его, как подобает взрослым людям. Но так гораздо интереснее. Это все равно, что бросить наковальню в машину. Да, но она только что нанесла ущерб в размере $50 с нулевой суммой ущерба. Хорошо, вы случайно уронили большую монету. Дайте мне другую. Теперь у нас есть отличное место для моего скромно заработанного урожая, и мы сейчас отнесем его на элеватор. Какой урожай? О, кукуруза. Ебать. На его трубу. Мать выебал. О, подрифтуй на нем, покрути здесь, покрути. Если здесь будет звучать Покрути, музыка, брат. я буду впечатлен. Да. Бля, даже у него... О. Вторая, третья, четвертая. Ебать, пятая. А какой он-то сделал? Задние заблокировались. Боже мой, Ебать. это потрясающе. Привода Эй, хорошие, ребята, гелики здесь хорошие. внизу свежий воздух. Что это? Что это? Что это? Здесь намного чище. Я имею в виду, что это помогает. Сейчас мы посмотрим, как G-Wagon справится с часовыми воздушными ударами. Зачем вам это понадобилось? Вы не знаете, как он справляется с воздушными ударами. Я думаю, да. Это вызов службы 911. Чувак, эта машина постоянно звонит в службу 911. Я в нее не врезался. Вы не должны вот так... Вась, один маленький турбин. Бля, брат, я не взялся за эту машину с детейлинг. Она нахуй надо, брат. Да неужели? Оху, привози Это попробуй. меньший ущерб, чем я ожидал. Если бы я столкнулся лоб в лоб с полуприцепом, движущимся на 180 градусов, выдержало бы зеркало заднего вида. Нет, там что-то вроде навороченного датчика. Иногда я думаю, что, может быть, вместо того, чтобы разрушать все эти компоненты, я мог бы просто разобрать его на части и сделать много денег. Нет, даже не вздумайте. Нет. Ай, блядь, жалко монитор. Извините, у нас все в порядке. Знаешь, что боюсь, бля, что вот это перфоратором током ёбнет его даст. Спасибо вам. Я не продолжу. помню, 12 вольт. Ёбнет. Это послужит для машины хорошим уроком. Загадайте мне вот что. Я езжу по бездорожью, но я очень сильный человек и случайно слишком сильно нажимаю на кнопку блокировки дифференциала. Что может случиться? На самом деле он довольно прочный. Вентиляционное отверстие буквально выдержало удар пневматического молотка всего за 30 секунд. Что именно? Что именно? О боже, чувак. Я пытаюсь подключиться к этому устройству по Bluetooth, потому что хочу слушать музыку. 12. Центр экстренной помощи Mercedes-Benz. Извините, да, у нас все в порядке. Я долбил приборную панель молотком, и это привело к несчастному случаю. Подождите, именно так я и думаю. Да, это свистящий дизель. О боже мой. Мы снимаем фильм. Уведомление от вашего же Дживан. Ну что же, вы получили около 10 уведомлений об этом. Да. Двигатель по-прежнему работает в полном порядке, за исключением того, что колеса больше не вращаются. Поэтому то, что мы собираемся сделать сейчас, это просто аккуратно столкнуть его с этого холма. Если машина преодолеет это препятствие, мы наконец сможем приступить к экстремальным испытаниям. А да. Бать, там маслом веет уже. Пизда. Вот и мы. Бать, у него развал сзади. А что, ну, едет Берегитесь спокойно. сета. Вау! Вау! Оу! Святые угодники. Святые угодники. Боже мой. Ух ты. Ты угодник. Ух ты. Ух Ура, ты. подушки стрельнули. Он приземлился. Что? Наконец-то сработали подушки безопасности. Где наш телефон? О боже мой.
Вы видели, как его доставили Сету? Да, Хорошо, я и не подозревал, что они существуют. У нас есть подушки безопасности на полу. Это здорово. Все, что мы сделали, это то, что подушки безопасности никогда не срабатывали, что удивительно. Если это все-таки начнется, мы устраиваем вечеринку. Все в порядке. О боже мой. Это многообещающе. О боже мой, ребята. А нет, Нет, не звоните больше нашему хорошему другу в Мерседес. Что мне делать? Да, у нас все в порядке. Мы просто немного развлекаемся с машиной. Все руководители Мерседес прямо сейчас сидят в креслах, как в центре НАСА, просто смотрят на экраны, и там, где мы находимся, появляется огромная светящаяся красная точка. Массовый всплеск в Теннесси. Что именно? Подождите, в самом деле, это не для нас. Машина, у вас есть огненное колесо, звоните. Не могли бы вы позвонить в службу 911? Да. Мы столкнули Мерседес-Бенц с холма. Тот, кто следит за Мерседесом, позвонил нам. Я сказал, что произошел несчастный случай с травмами. Кто-то пострадал. жаль, что у меня нет денег, чтобы толкать фургон G-Wagon. Это именно то, на что это было похоже. D-Wave. Я думаю, что 911 подходит для этой машины. Это, пожалуй, лучший возможный тест для этой машины. Прежде чем мы приступим к тому, к чему мы стремимся, я должен восстановить бетон. А я даже не думал об этом, когда укладывал его. Мы собираемся намочить его, чтобы оно было по-настоящему влажным, а затем просто вычерпать его. оно уже затвердило. Нет, все же мы замочим его в воде. Но бетон работает по-другому. Ну что же они должны изобрести такой бетон? Потому что я думаю, что это немного неудобно. Ах, ебать! Я думаю, что вы немного садитесь в машину. Перестаньте отвлекать меня. У меня есть важный контракт, который я пытаюсь завершить, хорошо? Это похоже на игру в ебать. операцию. Вы не можете врезаться в машину. Да, я учился на нейрохирурга. Я тренируюсь дома, но у них Да, столько, как он, мать, не выебал эту гелика. Музыка все равно играет лучше, чем у Шакира. Засор меньше, масло тоже меньше. есть занятия. И 0,100 тоже. Можете пойти, но я просто прохожу онлайн обучение. Как насчет операции на головном мозге? Нет, Блядь, нет, здесь эй, тоже эй, 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 нет. Машина. Машина все еще работает. Возможно, еще есть возможность починить машину. Делаешь? Этот шум. О, подождите, я забыл. Мы уже на свалке металлолома. Поскольку машина больше не работает и не ездит, мы просто пропустим ее через автомобильный измельчитель, прежде чем обналичим нашу пожизненную гарантию на силовой агрегат. На самом деле они избежали этого, когда узнали, что за рулем машины был я. Но это была действительно хорошая машина. У меня было не так уж много проблем с ней. Как прошла последняя часть? Что там вообще произошло? Вы сделали это. Вы положили в коробку 8000 фунтов бетона. Я просто не помню, как машина добралась до этой точки. Давайте посмотрим, сможем ли мы поднять машину за руль. Бля. Это не очень качественно. Давайте посмотрим, поднимет ли это приборную панель. Это круто. Теперь мы поднимем машину за подголовник. Она делаешь? поднимется? О, вау, все в порядке. Вау. Я действительно думал, что в тот момент у нас все было Run в and порядке. drive. Вау, привет. Оба? Будьте осторожны. Давайте посмотрим, насколько безопасным будет автомобиль, если он перевернется 78 раз. Нет, с вами все было бы в порядке. Он собирается аккуратно опустить его на крышу. Нет, с вами все равно все было бы в порядке. Это не повредит. Да, с вами все равно все было бы в порядке. Это был даже не такой сильный удар. О боже, с вами все было бы не в порядке. Смотрите, смотрите. Я бы так и сидел неподвижно. Мы измельчаем джин минус 63. О боже мой. Пиздец. Документальный фильм. Машина из Копорта. Бля, жалко. У меня проблемы с выхлопом. Он электронный. Интересно, там в Америке пишут в чате типа, лучше бы мне отдал. Сколько это стоило? 10 тысяч. Это половина нашего универсала Jeep. Это совсем не так много. Это вся сталь, оставшаяся от автомобиля. Таким образом, это будет рама. Сколько я могу украсть? Итак, мы поместим наш G-Wagon в этот трейлер, прежде чем привести его в порядок и продать вам, ребята. Я знал, что у него перегорел турбонаддув. Пыль от G-Wagon, не вдыхайте ее. Это последняя частичка нашего G-Wagon. А теперь давайте возьмем наш Ferrari. О, выхлоп остался, кайф. Нужно продать. ФБР открыло дело. Да, мы можем это исправить, ребята. Мы можем это исправить. Как это сделать? Инструменты. О, выхлопная система по-прежнему хороша. Позвольте...
Я об этом же, брат. Не снять ее. Все в порядке. Сними, продай. Бля. Подождите. Что вы можете сделать? Это мой скутер. У меня новые колеса. Боже мой. Будьте осторожны. Не вдыхайте этот запах. Это запах Феррари. $8 ноль. И еще у нас в фургоне были дополнительные аксессуары. Фургон в стоимость не входит. Это всего лишь Феррари. Так что если вы купите этот автомобиль, то получите то, за что заплатили. Феррари не продаст его нам, потому что мы продаем его только для получения прибыли. То, что мы собираемся сделать сейчас, это просто аккуратно выбросить мой Феррари в измельчитель. Мы не хотим слишком сильно повредить его. Так на какую кнопку нам нажать? Давайте остановимся. Нет. Вот и все. Ворота Феррари снесены гигантскими беговыми дорожками. Все, походу, он дальше, уже нехуй делать. Вот и все, что осталось от моего Феррари. Энцо мог бы гордиться мной. Давайте уберем это отсюда. Кто-нибудь, пожалуйста, наведите здесь порядок. Да, он это сделает.